Почему после пересадки у орхидеи сохнут, гниют корни? Бывает такое, вы пишете в комментариях, что пересадили орхидею и через какое-то время у нее высохли корни, либо наоборот корни сгнили. Вот здесь я взяла все свои орхидеи, которые были пересажены за последнее время. Пересадка каждой из этих орхидей есть у меня на канале. Все ссылочки оставлю в первом закрепленном комментарии, переходите, посмотрите. И вот я вам хочу показать состояние. Орхидеи многие, Микки Краун, следовательно, мы пересаживали из мха, вот эту орхидею. И вот смотрите, орхидея пересажена из мха в кору. Сами видите, что мха здесь нет. Вот. Ну, чуть-чуть я сверху приложила, придавила буквально корень. То есть, в принципе, в посадке мха нет. То есть, орхидею пересадила сразу из мха в кору, не перенося совершенно ни кусочка там микрофлоры старой, ни старого мха. Принципиально новая посадка для этой орхидеи. Внизу керамзит, потому что на момент пересадки вот внизу все это было пустое. Это уже наросло. Вот этот корень, он уже вырос. Он был до керамзита. Видно, что корни в стадии роста, корни не погибли. Микки Краун мы пересаживали с вами еще осенью. Все здесь хорошо. Я вам часто показываю, как пересаживать орхидеи, и всегда кто-то из новеньких напишет комментарий. Ничего не получится, все погибнет, нельзя орхидеи из мха сразу пересадить в кору и добавить малое количество где-то мха, либо вообще не добавить. Ну вот вам просто все примеры именно таких пересадок. Пожалуйста, Микки Краун. Далее вот эта орхидея, сейчас мы посмотрим, что это. Сокровище Будды. Вот у меня подписано, тоже еще осенью ее пересаживали. Смотрите, какие уже наросли, видно, корни новые. И тоже вы совершенно не увидите здесь испорченных, высохших, гнилых корней, потому что их просто здесь нет. Если же сразу после пересадки у вашей орхидеи гниют корни, отпадают, либо могут высохнуть корни и также пропасть, значит, была совершена ошибка на одном из трех этапов. Какие-то самые важные 3 этапа при пересадке орхидеи. Первое – это правильно подготовить орхидею к пересадке. Второе – пересадить. Ну и третье уже непосредственно уход правильный, а главное полив после пересадки. До того, как пересадить свою орхидею, обязательно ее поливаем. Вот это я вам сейчас показываю одну из последних пересаженных орхидей, тоже из мха в кору. Видите? Все хорошо, ни погибших, ни высохших, никаких корней вы здесь не увидите. И мха, кстати, тоже здесь нет совершенно. И вот эту орхидею поставила. Мы с вами будем как раз пересаживать в следующем видео. Первый этап. Не совершайте ошибку, пересаживая орхидею, которая сейчас находится в стадии покоя, и она не растет. Если вы пересаживаете орхидею, у которой корни не в стадии роста, то, скорее всего, корни будут сохнуть, корни могут сгнить. Тут надо быть очень аккуратным. Что значит в стадии роста корни находятся? Вот, я буду пересаживать эту орхидею. Видите, вот корень. Вот такой яркий салатовый кончик нам говорит о том, что у орхидеи сейчас корни, вот еще, растут корни в стадии роста. Именно в этот период орхидеи приживаются лучше всего. Они быстро будут осваивать новый грунт, приживаться, идти расти. Вы видели видео, когда я пересаживала эти орхидеи, что все эти орхидеи находились обязательно в стадии роста. Да, я ее выжидаю. Если это не реанимашка, спасать ничего не надо, я выжидаю, когда орхидея пойдет расти. Это первое. И второе. Обязательно перед пересадкой орхидеи за несколько дней до полейте орхидею, чтобы были влажные корни. Вот видите, орхидея у меня пролита. И вот сегодня я ее буду пересаживать. Об этом вы увидите видео в следующий раз. Корни должны быть влажные, потому что влажные корни, они не такие ломкие, будет меньше микротрещин. Правило такое, мы с вами пересаживаем орхидею с влажными корнями в сухой грунт. Вот это 2 основных важных момента при пересадке орхидей, которые необходимо соблюдать. Следующий этап – это правильная посадка именно орхидеи. То есть мы корни стараемся с вами меньше всего травмировать, лишний раз не дергаем. Все сухие гнилые корни обрезаем и обрабатываем обязательно перекисью. Вот это все вместе, оно вам поможет сохранить корни орхидеи. Хочу достать орхидею Аба, видите, она у меня стоит стаканчик в стаканчике. Не могу одной рукой достать, но я вам покажу тоже, что корни сейчас у орхидеи растут. Видите? Корней здесь в горшке было не очень много, но опять же ни сухих, ни гнилых корней здесь нет. И момент, видите, мха тоже нет. Я не пропагандирую то, чтобы не использовать мох в посадках орхидей. Я сама его использую.
Но вот конкретно эти примеры показывают, что такое тоже может быть. Следующим важным моментом в процессе пересадки орхидеи – это правильно подобрать в грунт, которым мы сажаем орхидеи. Можно сажать в кору, можно сажать в керамзит орхидею, можно сажать орхидеи в мох. Здесь все зависит от условий содержания, именно от вашего микроклимата. У меня есть отдельное видео, где я сравнивала посадки в кору и в керамзит. Ссылочку оставлю в описании под этим видео. Перейдите, посмотрите. Я знаю, что в моих условиях лучше всего себя проявляет кора. В мху я орхидеи не люблю содержать, это только вот вновь орхидеи купленные, они у меня в мху. А так я, конечно, стараюсь пересадить. Не содержу в мху, не подходит, мне не нравится. А кора для меня это идеальный грунт в моих условиях. Вы смотрите, как у вас. Здесь нет единого правильного мнения. И еще момент – это правильно подобранный горшок. Смотрите, горшок должен соответствовать количеству корней. Вот, например, орхидея в момент пересадки Микки Краун корней имела не очень много. Поэтому внизу, видите, я насыпала керамзит. Вот внизу полностью у меня идет керамзит. Это именно как дренажный слой, чтобы вот этот грунт хорошо просыхал между поливами и не задерживалась влага, если бы я заполнила этот стаканчик полностью корой. Поэтому в таком случае я использую керамзит. Смотрите, чтобы именно корням соответствовал горшок. Если возьмете очень большой горшок, то в конце концов корни либо высохнут, где-то не дольете, либо наоборот грунт не будет просыхать и корни у вас погниют. Горшок должен соответствовать. Это то, что касается в момент пересадки орхидеи. Ну и третий этап, это важно в уходе за орхидеей уже после пересадки. Не перелить орхидею и не пересушить. То есть правильно поливаем с вами орхидею. И вот я вам показывала до этого все примеры орхидеи, которые были пересажены из мха. Но хочу показать и орхидею новую, голландскую, которую я пересаживала из коры в кору. Так, корней у нас здесь не очень много, но то, что есть, я вам обязательно покажу. Да, кстати, в момент пересадки очень обращайте внимание на то, чтобы разместить корни таким образом, чтобы они были у края горшка. Именно по этим корням мы потом следим за состоянием самой орхидеи и понимаем, когда орхидею стоит полить. Видите, как легко. Все корни на виду, все видно. Очень удобно и хорошо ухаживать за орхидеей в этот момент. Вот так. Вот, пожалуйста, орхидея. Что это у нас? Марракеш пилорик. Из коры в кору пересажена. И тоже с корнями все здесь хорошо. Что значит не пересушить орхидею? То есть если у вас между поливами орхидеи будут слишком большие перерывы, корни будут просыхать и находиться в сухом состоянии долгое время, то в конце концов они просто у вас высохнут и отпадут. Если же орхидею будете переливать, очень часто поливать, либо, как я вам сказала, неправильно может быть подобран просто горшок, корней мало, горшок большой, грунт будет плохо просыхать, будут поливы, в конце концов у вас орхидея погниет. И вот еще покажу вам самую последнюю орхидею. Мы вместе с вами пересадили. Так, сейчас вот у меня есть бирочка, хорошо я сохраняю. Бэтмен. Вот наша орхидея Бэтмен. Помните, мы ее еще с вами выравнивали, привязывали, потому что здесь не очень много корней. И орхидеи вот здесь сверху, я обрезала было очень много сухих корней, она плохо держится в горшке, поэтому мы ее привязали, пока не пойдут новые корни. Кстати, вот корень пошел, смотрите, из пазухи листа. Чтобы закрепиться в этом грунте, потом мы эту конструкцию, конечно же, разберем. И вот интересный момент как раз покажу на этой орхидее. Здесь, кстати, у меня мха, наверное, больше всего. Да, я вот до этого вам показывала посадки, там мха буквально где-то сверху было, а вот здесь я уже как-то проложила, прям видите, слой такой мха. И смотрим, корни хорошие, зеленые, которые и были зелеными, хорошими. Сейчас мы вот вернемся к этому моменту. Вот корни, пожалуйста, зеленые, хорошие, и были зеленые, хорошие корни. Но, вот в одном моменте все корни находятся рядом. Вот с этими корнями все хорошо. Вот видите, даже корень или был раскуклен, скорее всего, был раскуклен. Вы знаете, я сажаю орхидеи в момент роста. А учитывая, что она только-только пересажена, то этот корень, конечно, и тогда рос. Смотрите, зеленые, хорошие корни. А вот здесь я вижу, что часть филамена, видите, схлопнулась. Причем корни находятся рядом. То есть и питание получают, влагу получают одновременно. Но вот такое, к сожалению, бывает. Это значит, что в момент пересадки этот корень, скорее всего, уже был где-то больной. Он рано или поздно, он бы все равно пропал. А просто пересадка, снижение иммунитета орхидеи,
где-то задеты в любом случае корни при пересадке, мы с вами задеваем, и это ускорило процесс отмирания вот этого корня. Что я в этом случае делаю? На самом деле просто ничего. Если бы это где-то сверху случилось, могла бы обрезать. Вот в этом месте я лезть в горшок вообще не буду, ничего делать не буду. Пусть он так и остается. Да, к сожалению, такое бывает, но при наличии других хороших корней, и если это вот единичный случай, вот как в данном случае, не все корни же тут пропали, да, единичный, то ничего делать и не стоит. Никаких усилий предпринимать не буду. Покажу вам на примере, как же я поливаю свои орхидеи. Так, переставим мы что? Микки Краун. Вот из того, что надо полить. Потому что вы сами видели, не все орхидеи сейчас надо поливать. И вот в моменте, когда я поливала орхидеи, вот особенно Микки Краун хорошо видно, внизу корней вообще не было. Поэтому мне приходилось заполнять вот этот стакан вот до этой где-то отметки водой, чтобы вот эти корни, они напитались и пошли в рост. Потому что если я полью внизу, где был керамзит и не было корней, вообще такого смысла было мало. Поэтому заполняла повыше. Вот эту орхидею давайте польем. Надо, вот она просится в полив. Вот эта орхидея тоже просится. Ее можно полить. Видите, грунт уже сухой, просох. Корни у нас сухие, можно эту орхидею тоже полить. И еще мы поставим с вами на полив, наверное, вот эту, да? Хотя нет, видите, внизу, вверху-то грунт просох, вот, а внизу грунт еще не просох. Здесь корни выглядят идеальными, поэтому я ничего делать не буду. Если бы я увидела проблему, можно было бы вот здесь, например, где-то еще сделать отверстие. Тогда грунт внизу будет просыхать быстрее и равномернее, учитывая верхний вот этот грунт, что он просыхает быстрее. Так, ее поливать не надо, поливать не надо, поливать не надо. Так, только 2 полью. Переливать мы орхидеи не будем. Очень люблю орхидеи сразу после пересадки, через день-два, как какую орхидею поливаю. Долго я не тяну, не выжидаю. Бывает 1 день, бывает 2. Люблю поливать просто янтарной кислотой. У меня вот жидкий янтарин. Если жидкий, мы используем 1,5 мл на 1 литр воды. Если у вас в таблетках 1-2 таблетки идет на литр воды, если у вас порошки, 1 грамм порошка на литр воды. Я уже отмерила, у меня здесь 1,5 литра. Рассчитывала, что больше количества, может быть, орхидей буду поливать, поэтому взяла 2,25 мл на этот объем. Ну, вы высчитываете на свою лейку, как у вас, и поливайте. Ну, исходим из расчета 1,5 мл на литр воды. Это и для полива, и для опрыскивания. Все. Поливаем в любом случае мы орхидеи, в чем бы они у вас ни росли. Всегда по краю горшка. Есть вот там торфяной стаканчик? Нет. Понятно, здесь новые орхидеи, уже нет торфяного стаканчика после пересадки. В любом случае, никогда под шейку орхидеи мы с вами не льем. И вот так небольшим напором воды, чтобы опять же под шейку не заливать воду, я поливаю. С одной стороны, потом обязательно разворачиваю орхидею, то же самое делаю с обратной стороны, чтобы грунт увлажнялся сверху равномерно. Так, еще. Вот это вот внизу, в принципе, мы сейчас заполнили, это еще только керамзит. Это все впустую в моменте, когда еще корни не доросли. Я поливала. Да, идет перерасход препарата, это понятно, но что делать? Зато, вы видите, хороший результат, орхидеи нравится, у нас нет вообще испорченных корней. Все корни в хорошем состоянии. Так, здесь поливаем сколько? Вот это я все заполняю, потому что знаю, что корни у меня в основном расположены сверху. Если корни в основном внизу, то, понятно, так много лить не надо. Все, вот так. Что у нас здесь с этой орхидеей? Тоже смотрим с вами по корням. Где-то у меня корни вот с этой стороны больше корней. Угу. Тоже внизу корней не очень много. Корни больше расположены сверху. И то же самое по краю горшка с 2 сторон мы с вами поливаем. Оставляю орхидеи таким образом постоять. Ну вот сейчас уже где-то минут на 7-10, не больше я оставляю орхидеи. Грунт этот уже у меня в данном случае немного влагоемкий, это не только вот эта пересаженная орхидея. Поэтому надолго орхидеи я не оставляю. Но я вообще долгие поливы у орхидеи не делаю. У меня всегда это 15 минут большие горшки с большим количеством корней, 10 минут. Если это маленькие совсем орхидеи, то это может быть и 5 минут. Например, вот орхидеи, которые у меня сейчас в ампу, вот эти, вообще поливаю по краю, и они у меня где-то остаются на дне, вот в водичке постоять.
Это может быть минут 5 буквально, не больше. Вот именно орхидеи, которые растут в мху. Здесь надо, конечно, приспособиться и смотреть индивидуально, когда поливаете орхидею, насколько по времени ее оставлять. Вот это основные моменты, которые я вам рассказала, из-за чего у орхидеи портятся и отмирают корни именно после пересадки. На всех 3 этапах, если вы будете соблюдать вот эти правила, про которые я вам рассказала, все у орхидей после пересадок будет хорошо, они будут быстро адаптироваться и идти в рост. Рекомендую, перейдите, посмотрите пересадки этих орхидей, ссылочка сейчас будет в первом закрепленном комментарии, и посмотрите видео, где я сравнивала посадки в кору и керамзит. Кому можно сажать вообще орхидеи в керамзит, а кому все-таки не стоит этого делать, плюсы и минусы. Всем хорошего времени суток, пока-пока!